Вот. Мы должны многие вещи просто убрать. У нас сегодня лига управляет, или не лига, управляют командами, игроки, которые не востребованы нигде во всем мире, допустим, не дешевые, а средние иностранцы, которые у нас лидируют в лиге. Поэтому эти пацаны сидят на лавках. Вот поэтому здесь очень много вещей, которые надо просто, как скажем, дать возможность детально разобраться и дать направление тому, что мы хотим видеть. Друзья, всем привет! Вы на канале В Хоккее. Игорь Ларионов сделал первые трансферные шаги на посту главного тренера СКА. Он взял в команду Филлипса, игравшего в прошлом сезоне у него в «Торпедо», и взял в команду своего сына Игоря Ларионова-младшего. Но ты их тренировал уже в прошлом сезоне и в позапрошлом. Ты знаешь, что это за игроки. Вся общественность знает, какой у них уровень. Ну куда ты их берешь в команду, которая должна претендовать на Кубок Гагарина? Вот у кого такие финансовые возможности? Неужели тебе непонятен уровень их? Ведь ты же, когда не был еще главным тренером команд КХЛ, постоянно говорил в интервью, что зачем нам такое засилие средних иностранцев, зачем нам такие пассажиры в чемпионате игроки, мы не развиваем лигу. Здесь же не просто средние иностранцы, это просто игроки не то что уровня КХЛ, они в Европе непонятно на каком счету были бы и не в самых сильных командах. Неужели ты этого не понял? Но нет, ты будешь их брать, продолжать дальше в команду, они будут у тебя играть, непонятно за какие заслуги. Ну хорошо, сына ты тащишь с собой, но почему ты делаешь все, что в отличие от того, как ты говоришь, все делаешь наоборот? То есть до какой степени лицемерство возвышается, что просто нет никаких сил у сторонних зрителей слушать и смотреть на это. «Торпедо» будет играть в атакующий хоккей. В нашем чемпионате все играют от обороны. Как так можно? Мы губим игроков. В итоге, это его были слова. В итоге «Торпедо» играет чуть ли не в самый ужасный хоккей в чемпионате. Ну зачем ты это говоришь? Такую воду наливает, что ни один канадский, американский тренер такого не наговорит. Просто будет выдумывать неделю, не выдумает такой текст. Ты же говоришь, просто это у тебя идет, вот льется, вот эти слова вылетают. Фетисов в свое время, когда КХЛ был на заре открытия, говорил, что надо поставить Ларионова президентом лиги. Он сделает такую лигу, он сделает. Теперь понятно, что бы он сделал. Он не успел прийти в СКА, делает просто непонятные вещи. Ну, хорошо было это в «Торпедо», как бы такая команда, да, периферийная. Но ты должен был уже понять. Ты брал юсата, японца в команду. При том, что ты говорил, что средние иностранцы не нужны. У нас засилие средних иностранцев. А это не то, что средние иностранцы, это слабые иностранцы. Куда ты их берешь и набираешь? Но проще всего, конечно же, критиковать Тихонова, который неправильно делал, который не разговаривал, в частности, с ним, который по голове ему не гладил и не говорил, какой ты хороший, все ли у тебя хорошо. И просто человеку седьмой десяток, и он до сих пор не понял, как и за счет чего Тихонов выигрывал, правильно ли он делал, и что делаешь ты на посту главного тренера. Ты все провалил, что можно было в «Торпедо». Как вообще ты попадаешь в СКА? Это большущая, просто большущая загадка, мне кажется, для всех болельщиков. Ну хорошо, ты попал в СКА, ну тогда тебе предоставился гигантский шанс поработать с командой с большим бюджетом, с игроками высочайшего уровня по меркам КХЛ. Воспользуйся. Захаркин тебе в помощь. Но нет, ты продолжаешь, просто не угомоняешься, продолжаешь делать то, что ты начинал в «Торпедо». Ну, ничего, ни на миллиметр не сдвинулся. Как можно, вот человек, это вот просто олицетворение лицемерства, когда ты, протренировав 3 года команду, ты должен понять, что вот как это было тяжело, побыв в шкуре тренера, в голове, что как же был прав Тихонов. Я вот извиняюсь перед ним внутренне, но нет, ты продолжаешь творить просто непонятные вещи. Друзья, если вы считаете так же, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте обсудим эту ситуацию, потому что просто непонятные вещи, связанные с Ларионовым в КХЛ, продолжаются и, видимо, будут продолжаться. Всем всего доброго и до свидания.